Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре цифровое пианино NewX NPK-20. Эта модель обладает широким функционалом, это 88 клавиш, 4 типа эффектов, множество тембров и стиля автоаккомпанемента. Но давайте поговорим обо всем более детально. У инструмента взвешенная клавиатура, чувствительная к скорости и силе нажатия. Клавиши сделаны из синтетической слоновой кости и черного дерева. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте послушаем звучание тембров этого инструмента. Начнем со звука рояля. Выберем звук электропиано. Тембр церковного органа. Выберем оркестровую группу. Дальше идет секция лидов. Так как инструмент относится к классу цифрового пианино, давайте послушаем еще несколько вариантов звучания роялей и электропиано. Джаз-пиано. Теперь послушаем еще несколько вариантов электропиано. Кстати, здесь замечательный дисплей, все отлично видно, и он довольно-таки красочный. Электропиано Basic 4. Выберем следующий. Допустим, Basic 7. Пожалуй, все-таки еще один послушаю. Basic 11.
Теперь давайте рассмотрим верхнюю панель инструмента и пойдем от левого края к правому. Слева находится кнопка включения, выключения инструмента, колесо регулировки громкости с приятным плавным ходом. И вообще стоит отметить, что дизайн модели очень классный. Дальше у нас идет блок с 4 кнопками. Сплит, транспоз, функция и баланс. Сплит позволяет разделить клавиатуру на 2 части, выбрав на левую и правую руку раздельные тембры. Транспоз. Функция позволяет углубляться в настройки инструмента, например, автовыключение инструмента через определенное время. И кнопка «Баланс» настраивает громкость звуков при наложении один на другой. А теперь давайте разделим клавиатуру на 2 части и попробуем. Сначала я выберу звук для правой руки. Выберем концертный рояль. Теперь я зажимаю кнопку «Сплит» и выбираю место, где будет происходить разделение клавиатуры. Затем я выберу звук для левой руки. Пускай это будет пэд. Должно работать. Перейдем к следующему большому блоку, где у нас есть 9-полосный эквалайзер, эффект реверберации 4 типа, дилей, хорус, компрессор, тач, позволяет настроить чувствительность под бас, и метроном. Давайте возьмем какой-нибудь синтетический подклад и попробуем поработать с эквалайзером. Кстати, когда я начал крутить эквалайзер, дисплей автоматически построился. Это приятно. Посмотрим, как работает функция Touch. Если я хочу, чтобы мой синтетический подклад всегда звучал одинаково, вне зависимости от того, сильно я нажимаю на клавиатуру или нет, я выключаю ее. Также, если я зажму функцию Touch, то появляется меню, где я могу регулировать сам чувствительность, которая мне нужна. И последняя функция в этом блоке – это метроном. Можно зажать кнопку метроном, и покажутся все настройки. BPM, насколько долей будет, и даже звук можно выбрать. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2. По центру у нас располагается 8-дюймовый отличный дисплей, на котором отображается вся нужная информация, которую мы совершаем с этим прекрасным инструментом. И курсоры для перемещения по нему. Кнопка «Демо» — это список предварительно загруженных песен, которые вы можете запускать на этом инструменте. Например, чтобы играть вместе с треком. Play Stop запускает, останавливает, а кнопка «Record» позволяет записывать то, что вы сыграли в инструмент. Например, если вы хотите послушать свою игру со стороны и записать свой прогресс. Функция Bluetooth позволяет подключить ваш девайс к беспроводной передаче данных. Например, чтобы запускать с вашего телефона, смартфона минусовки и играть вместе с ними. Также по функции Bluetooth вы можете подключиться к приложению PianoMate, которое позволяет разучивать на инструменте новые композиции, а также отображает ваш прогресс, показывает, где вы сыграли правильно, а где ошиблись. Дальше идет секция с выбором тембров инструмента. Их здесь всего 271 тембр. И вы можете сохранить до 7 пользовательских звуков в инструмент. А теперь давайте наложим один звук на другой. Выберем звук концертного рояля, зажмем его и добавим оркестр. Сыграем, что получилось.
А ниже мы имеем возможность включить автоаккомпанемент. Здесь имеется 100 стилей звучания, вариация звучания АБ, вступление окончания и SingStar. Когда вы начинаете играть аккорд, инструмент начинает звучать. Давайте выберем какой-нибудь стиль. Рок-н-ролл. А еще здорово, что к этому инструменту вы можете подключить микрофон. Здесь же на передней панели вы можете добавить громкость и эффект ревера. Раз, раз. Оу! Ха-ха-ха-ха-ха. В этом цифровом пианино имеется два 10-ваттных динамика. Их, кстати, здесь не видно, но они есть, что позволяет заниматься дома с комфортной громкостью. А еще здорово, что на этом инструменте есть два выхода на наушники. Вы можете заниматься вместе со своим преподавателем, никому совершенно не мешая. Давайте подведем итоги по этому инструменту. Мне очень понравился дизайн этого цифрового пианино. Здорово, что все функции, они прямо на верхней панели. Не надо никуда залезать внутрь инструмента, искать. Клавиатура. Она очень приятная. Тактильно ощущается великолепно. Что касается звука. Звук вполне достойный, но компании NUX есть куда развиваться и двигаться в этом направлении. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете про этот инструмент. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик. А с вами был Иван. Счастливо! А еще здорово, что к этому инструменту вы можете подключить микрофон. Понятно, микрофон показать. А, микрофон. Да, вот. Это микрофон. Поехали. А еще здорово, что к этому инструменту вы можете подключить свой микрофон. Или Опять чужой. не показал его. Да просто покажи. А, прикольно. включить. Да, Показать, да. да. Сейчас бывает. Ага.